Дорогие друзья, дамы и господа, этим эпизодом я открываю большой цикл видео, который является ремейком уже озвученной мною некогда истории под названием «Мой роман «Я жена Асура». Это выпуск новых версий уже скристаллизованного повествования, сложившегося в ходе описывания мной некого странного взаимодействия у меня с каким-то мужчиной, которого я в принципе не знаю, и о котором даже не знаю, вообще есть он или нет. Но я описывала какое-то странное взаимодействие с мужчиной на расстоянии. Почему оно странное? Потому что это было как подключение какого-то одного человека к другому человеку сквозь расстояние. Вы, конечно, можете сказать, что мы в интернете точно так же подключаемся один к другому и точно так же общаемся. Но это не то, что бывает при общении через интернет. Там я описывала незримое подключение одного человека на каком-то невидимом энергетическом плане, причем без ведома и осознанного согласия на это того, кому идет это подключение на расстоянии. Это может быть похоже на удаленное управление компьютером, например, с помощью программы TeamViewer. Но там вы сами даете доступ тому, кто управляет удаленно вашим компьютером, и вы можете видеть, как он там что делает. Курсор бегает, и там что-то меняется. Но там было нечто другое. Там было похоже на хакерское вмешательство, когда какой-то хакер получает доступ к вашему компьютеру и может лазать там сколько угодно и делать там, что захочет, и вы про это даже знать не будете, так как все происходит удаленно, скрытно, не афишируется, и без повышенной внимательности к мелким деталям и изменениям никак не может быть отслежено. Вот такое незримое подключение какого-то мужчины ко мне на расстоянии я и описывала в моем большом цикле «Мой роман «Я жена Асура», в котором 337 видео. В том цикле сама собой проявилась история разлученной вечной пары. Это совершенно запредельная история, в которой шаг за шагом, по косвенным признакам, подсказкам, идущим отовсюду, в том числе и из видео, в которых я описывала то незримое подключение ко мне какого-то мужчины на расстоянии, было открыто, как в далеких прошлых жизнях некая вечная пара была разлучена вследствие проклятия, в результате которого муж из этой пары стал Асуром, а жена стала уничтожителем Асуров. И подключение ко мне мужчины на расстоянии, и эта открывшаяся самопроявленная история разлученной вечной пары настолько запредельной, что я решила снова изложить все это в начатом мной прямо сейчас романе-ремейке «Я жена Асура». В нем я хочу рассказать, как я все-таки обнаружила это невидимое и неощущаемое подключение к себе. Какие открытия последовали за этим? И как открывалась мне история о разлученной вечной паре. Вот коротко, о чем будет идти речь во всех остальных видео этого романа-ремейка «Я жена Асура». В следующем эпизоде я представлю коротко и сжато эту невероятную историю разлученной вечной пары. А потом начну свой рассказ о том невероятном подключении ко мне какого-то мужчины. Как я смогла распознать это подключение, незримое и совершенно неощущаемое, и что из этого последовало? Там было открыто, что этот мужчина, которого я никогда не видела и которого я не знаю, и который, может быть, вовсе не существует. Но там было открыто, что этот мужчина является Асуром, то есть неким существом, который в составе десанта Асуров пришел сюда к нам на Землю из каких-то далеких, запредельных асурических миров. Вовсе не с нашей планеты Земля. И там было показано, что эти асуры из каких-то далеких асурических неземных внепланетных миров рождаются у нас тут, у нас. И живут, как мы, среди нас, но являются хозяевами человечества. И они тут у нас борются с какими-то рептилоидами, которые точно так же живут среди нас, вроде как и мы, и тоже хотят стать нашими хозяевами. И вот в этом романе «Мой роман «Я жена Асура» было показано, что этот мужчина, который подключился ко мне как-то незримо, и которого я вовсе не знаю, может быть, его вовсе нету, он является Асуром из того десанта Асуров с каких-то далеких асурических миров. И эти Асуры, они вроде как живут среди нас, и такие же, как и мы, ходят среди нас. Но
на самом деле у них какие-то чудесные, невероятные асурические способности, мистические. Они могут подключаться к людям, они могут видеть при этом из глаз этих людей, могут слышать все их мысли, могут слышать то, что они слышат, эти люди. Они могут влиять на желания этих людей. Они могут даже управлять этими людьми, так вот, как удаленно хакеры могут управлять вашим компьютером, совершенно незримо. И эти асуры, как мне было открыто, обладают такими совершенно запредельными мистическими способностями, одна из которых является возможность вот так вот подключаться незримо к человеку, к другому на расстоянии и как-то управлять им удаленно. В этом романе-ремейке «Я жена Асура» я буду подробно об этом рассказывать, какие у меня реализации по поводу всех этих асуров и этих рептилоидов, и того, что они умеют и что делают с нами, с людьми. В следующем видео я буду описывать историю вечной разлученной пары, а потом я буду описывать это странное незримое подключение на расстоянии ко мне какого-то мужчины. Вообще, что там происходило? На сегодня все. Удачи вам, всем благ. Смотрите следующие эпизоды романа-ремейка «Я жена Асура». С вами была, есть и будет Светлана Винодавани.